предыдущих сериях мы отправились на машине на Кавказ из Москвы, по пути посетив черноземный Тамбов, героический Волгоград и степную Элисту. Кавказ начали изучать с Кавминвод и Кисловодска, в котором обосновались на 6 ночей. Восхитившись в первый день архитектурой минерально-водного курорта, на следующий мы испытали настоящий восторг, проехав по красивейшей высокогорной дороге в урочище Джилысу. Затем нас встретил красавец Пятигорск, подарив шикарные панорамы, уютные парки и огненный закат. А вот что будет в этой серии. Все лучшее в России. У нас первые снежные вершины. Мега популярное туристическое место. А вот эти ржавые постройки. Раздолбудизм. Танцуют все. Какая-то такая предпраздничная суета. Ну что, горняшка есть? Короче говоря, человек потух. Полюбил. Наверное, у меня такой свирепый вид. Слегка кружится голова. Все затянуло, полное молоко. Вот все, что я сейчас могу сказать. Всем привет. Привет. Очередное прекрасное солнечное утро на Северном Кавказе, в городе Кисловодск. Сегодня самое безоблачное небо утром, среди всех утр, которые мы здесь наблюдали. Прям хоть бросай все и езжай смотреть на Эльбрус. Опять поздно. Поздно. Уже поздно. Ну, если прямо вот сейчас выехать, то, может быть, еще можно что-то успеть застать. Вообще Эльбрус от нас бегает. То есть мы на Джилысу ехали, он такой показался нам, так сказать, что-то там промелькнул, и все, исчез. Вчера поднялись на Машук, с него тоже в хорошую погоду прямая видимость на Эльбрус. Но нет, горы опять не было видно. Что ты мечешься? Я потеряла хлеб, но я его нашла. Поэтому, раз Эльбрус не идет к нам, то мы идем к Эльбрусу. Именно сегодня мы отправляемся на самую высокую вершину Европы. Это спорный момент. Ты читал по поводу самой высокой вершины Европы? Что вы хотите сказать? Что есть разные классификации деления европейской части, и у него соперник Монблан. Да бог с ним. Мы считаем, что он самый высокий в Европе и расположен в России. У нас же патриотическое путешествие. Да. Преисполненное патриотизм. Поэтому все лучшее в России. Дорога Джилысу лучшая, Эльбрус лучший и так далее. Поддержите нас лайками. Ну и, в общем-то, все планы и секреты раскрыты. Мы едем на Эльбрус. Отсюда нам ехать 210 километров. Опять через Пятигорск, с которым мы вчера попрощались, но я забыл посмотреть на карту. Я забыл, как точно пролегает маршрут. А пролегает он через Пятигорск, так что мы едем тем же маршрутом, что и вчера. Но это лишь часть маршрута, как вы понимаете. 210 километров, 3 с лишним часа. Мы хотели выехать в 5, сейчас уже 7, дай бог выйдем в 8. В 5 мы точно не хотели выехать, у нас была идея выехать в 6, но вчера вечером мы переиграли на 7, и пока мы не сильно выбиваемся из графика, но наша королевишна мелкая спит, она как вчера вырубилась. Да, вчера приехала, легла спать, и до сих пор ни разу не вставала с кровати. Она не то что легла спать, она в машине заснула, мы ее просто перетащили из машины сюда. Здесь она даже, по-моему, воду не стала пить, как она обычно перед сном любит делать. Просто. По-моему, она что-то так сделала, и все. И вот до сих пор спит, хотя мы уже громко разговариваем, ходим, шумим. Я даже песню слушала. Даже песню Аня слушала. Все, хватит болтовни, погнали на Эльбрус. Погнали.
Как уже было сказано, маршрут наш частично повторял вчерашнюю дорогу в Пятигорск. Мы также стартовали по трассе А-157, но свернули с нее чуть раньше на Ессентуки. Правда, никаких красот города на этом пути мы не увидели. Частный сектор, магазины, пара простеньких скверов. Затем, миновав станицу Ессентукскую, мы проехали по Этокской улице и оказались посреди живописных полей, раскинувшихся между Пятигорском и поселками Юца и Джуца. Интересно было увидеть Пятигорск как на ладони с нового ракурса. Отсюда отлично видны ставшие уже хорошо нам знакомыми горы Бештау и Юца, она же Джуца первая, которую мы наблюдали из Пятигорска с горы Машук. В сам Пятигорск тоже ненадолго заехали. И вновь перед нами гора Машук. Мы въехали в Пятигорск. Здесь он также прекрасен, как на въезде с другой стороны, где мы вчера подъезжали. Оказавшись на Нальчикском шоссе, вскоре видим на горизонте озеро Тамбукан, один из немногих и относительно крупных водоемов региона. Это соленое бессточное озеро, которое служит источником лечебной грязи. И тут же мы оказываемся в Кабардино-Балкарии, уже второй раз за поездку. Далее движемся по федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Тут довольно скучно, равнина, отсутствие броских пейзажей. Обратил на себя внимание только блокпосту ДПС сразу после села Малка. Тут все серьезно, по-взрослому. Обязательно остановка, движение змейкой. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем движение к Эльбрусу. Осталось, наверное, порядка сотни километров до него. Чуть больше 1,5 часов ехать. Я не знаю, видно вам тут или нет. Такая вот у нас красота, пейзаж долинистый. Дорога идет преимущественно по равнине. Никаких сложностей нету. Дорога неплохого качества, с периодическими ремонтами. Про интернет ничего не скажу, но думаю, что с ним здесь, как и во всех остальных местах, не очень хорошо. Продолжаем оставаться на связи. Ждите репортажей с Эльбруса. Меж тем мы добираемся до относительно крупного города Баксан, объехав который сворачиваем на трассу А-158, ведущую уже до самого Эльбруса. Теперь у нас прямо по курсу Баксанское ущелье. Вот оно, уже виднеется на горизонте. И там наконец-то начнутся захватывающие виды. Ущелье начинается сразу после села Лашкута. Почти мгновенно по сторонам вырастают внушительные стены из гор, а пространство внутри резко сужается. Дорога через ущелье единственная из существующих, которая позволяет подъехать на машине непосредственно к Эльбрусу. А еще с этой южной стороны восхождение на гору считается наименее сложным и наиболее доступным. Поэтому вся туристическая инфраструктура на юге. Но инфраструктура – это палка о двух концах, как вы понимаете. Несет комфорт, но крадет уединение и первозданность природы. Ну а сама дорога по Баксанскому ущелью считается одной из самых живописных на Кавказе. Нам она тоже понравилась, но, если честно, дорога на Джилысу эмоционально зацепила сильнее. Хотя чисто внешне они очень разные, и сравнивать их по красоте я бы не стал. Каждая прекрасна по-своему. А мы подъезжаем к городу Тырны-Аус, который заметно выделяется среди других местных населенных пунктов многоэтажками. Основан он был в 1934 году при открытии вольфрамо-молибденового месторождения, на котором построили комбинат. Последний прекратил деятельность после распада СССР. Вслед за этим начало заметно сокращаться население, что продолжается до сих пор. Попытки реанимировать комбинат периодически предпринимаются, но пока что тщетно. Мы с вами, друзья, проезжаем город Тырны-Аус. Извините, если неправильно читаю. Ну, это прям такой большой-большой город. Здесь многоэтажки построены. На фоне города выглядит круто. Ни в одном городке, там, итальянском, австрийском или швейцарском, который вот в такой близости к таким горам находится, я ни разу не видел многоэтажных домов. Самое высокое здание, которое там есть, это какая-нибудь колокольня.
Так что такое удивительное зрелище. И ведь не бояться, а если тряхнет, а если упадет. Давайте постоим и подумаем над этим на красном сигнале светофора. На улице солнечно, пока что 22 градуса, максимум был 24 по дороге. И до Эльбруса остается что-то около 40 километров. Мы в предвкушении. Надеюсь, что Эльбрус нам себя все-таки покажет. Пока что он скрывается до последнего. Так, товарищи, ну что, у нас первые снежные вершины появились. Ну, это, конечно, не Эльбрус, но это предвосхищение. Уже во время монтажа я долго пытался вычислить, что же это за вершины. В итоге, по всем расчетам, пришел к выводу, что это горы Дангузарун и Накратау. Последняя правее. Находятся они на границе с Грузией. По высоте Дангузарун занимает 24 место среди кавказских вершин. Наконец мы въезжаем в село Эльбрус. Далее, до самой поляны Азау, почти непрерывно вдоль дороги видны следы человека. Кафе, гостиницы, трубы, металлоконструкции, недостроенные здания. И, к сожалению, даже красивейшая природа и величественные хвойные леса вокруг не в силах полностью скрыть, как бы это сказать помягче, отсутствие эстетического наслаждения от всей этой хозяйственной деятельности. Причем на камере все выглядит значительно приятнее, чем вживую. Итак, мы въехали в Терскол. Первое мое впечатление, что все вот эти вот городские хозяйственные постройки советского типа, все это портит пейзажи, потому что сами по себе пейзажи бомбические. Но вот эти ржавые постройки, никакой эстетики, никакого стиля, все в разнобой понастроено. Извините, будет это ложка дегтя, но я обязан это сказать. Насколько вписываются все австрийские, итальянские, швейцарские деревушки в пейзажи, настолько у нас полный раздолбудизм. А сколько здесь этих вот товарищей? Осторожно. Да я вижу. На лошадках, видишь, скачет. Здесь и лошадки, и лыжероллеры. Это какой-то... Лошадка. Вот все сбывается. Очередное мега популярное туристическое место, одно на 500 километров вокруг. И естественно, что все прутся сюда. Здесь какое-то столпотворение просто. Одного не могу понять, почему здесь так много лыжероллеров. Кто знает, напишите в комментариях. Может, это биатлонисты тренируются? Приезжают сюда в не сезон. В общем, Поля не дает нормально говорить. Продолжаем поиски Эльбруса, Чигета и прочего. И вот наша конечная цель – поляна Азау. Дальше дороги нет. Поселок совсем микроскопический. С парковкой могут быть проблемы, лучше приезжать заранее. За шлагбаум вас просто так не пустят, но есть минимум пара общедоступных платных паркингов. На одном из них мы и пристроились. Ну вот, друзья, мы в поселке Поляна Азау. Здесь высота уже 2365 метров. Полина уже оказывается. Полина пока что сказала, что будет идти сама. Ходится здесь уже чуть-чуть потяжелее, но еще терпимо. Мы сразу же идем на новую канатку. Она, конечно, не факт, что будет носить. Пошли, детки. Нас разводят на покупку очков. Вот такие крутые хочешь? Да. Надо? Коль, померяй. Давай-ка, смотри. Хотите серенькие, они пойдут ей. Даже можете прямо на шапочку так одеть. Хотите такой? Какой цвет любишь? Пусть сама выберет. Коль, какие ты хочешь? Какие хочешь?
Вот эти еще так подумай. Какие выбирай? Серые, да? Давай померим на всякий случай. Они подойдут. Вот те, мне кажется, лучше сидели, что ли. Пожалуйста, Полин, пожалуйста. ты будешь, может, синенькие? Синие, да, лучше? Она уже А ты будет. себе не хочешь? Ну, я сейчас возьму из машины. А? Нельзя без очков. Полароид, но у меня хорошие есть. А они специальные, да, у вас эти очки? Нет, обычно солнцезащитные, но полароидные они хорошие. Так, ну, в общем, очки мы купили и Полине, и, как видите, мне. Мы уже взяли. Коллега ваша уже нас оприходовала, отоварила. Вот этот шлагбаум, за который можно заезжать только партнерам и друзьям Эльбруса. Красота, страшная сила. Вот такая здесь красотища. Огромные вершины, высоченные горы. И вот туда уходит канатная дорога. Первая очередь. Здесь все с кабинками. Ну как вам? Отлично. Я в предвкушении. Я прям волнуюсь. Аня прям волнуется, говорит. Полина решила потанцевать. А Полина танцует, правильно. Танцуют все. Есть еще какое-то ощущение олимпийского Сочи. Знаете, все такие спортсменов много. Какая-то такая предпраздничная суета, как в Олимпийском парке. Или в биатлонном комплексе Лаура. В общем, здорово. Чё-то канатка остановилась. Все, работа на сегодня закончилась. Полина, запрыгиваем. Итак, мы начинаем подъем. Один из важнейших плюсов туристической инфраструктуры Южного Эльбруса – это наличие канатной дороги, которая позволяет практически любому, без подготовки, за каких-то 20-30 минут подняться на высочайшую гору Кавказа до уровня почти 4000 метров над уровнем моря. Туда, куда доходят языки ледников и где снег остается даже в августе. Это реально круто. Несмотря на более высокую стоимость, мы выбрали для подъема новую гондольную канатную дорогу. Она состоит из 3 очередей. Сейчас мы преодолеваем первую от нижней станции Азау до станции Кругозор. Эта очередь была открыта в 2006 году, ее пропускная способность 2400 человек в час, длина 1740 метров, перепад высот 650 метров. Заявленное время подъема 5 минут, правда у нас получилось почти 8 с момента посадки и до выхода. Пейзажи уже на первой очереди масштабные. Мы видим поляну Азау, как на ладони, и немного деревьев, которые вскоре полностью исчезают с ландшафта. Но здесь хотя бы еще встречается трава. Старая канатка проходит параллельно. Вот тут справа как раз виден красный вагончик, курсирующий по ней. Итак, мы поднялись на первую станцию. Называется Кругозор. Зашли на старую станцию для того, чтобы переодеть Полину. Мама ее утеплила. Высота станции Кругозор 2960-65 метров по данным моего высотомера. Сколько официально сказать не могу. Потому что никаких табличек с указанием высоты. 3000 метров написано. 3000 метров прямо непосредственно на самой станции это и написано. И дальше канатная дорога уходит вверх, как ни странно. Вот туда. Я так понимаю, там вторая станция. Это, наверное, старая, а новая чуть подальше, наверное, уходит. Здесь уже ощутимо прохладнее, особенно в теньке. Солнце так более-менее греет. Итак, стоимость билетов 1450 со взрослого. Это стоимость полного билета, так называемый альпинистский тариф. Позволяет нам
подняться и опуститься. Мы можем выходить на каждой станции, гулять и при подъеме, и при спуске. Но каждый отрезок позволяется пройти вверх и вниз только по одному разу. То есть нельзя подняться, потом спуститься и потом опять подняться. То есть можно либо все время двигаться только вверх, либо все время последовательно двигаться только вниз. Ну, а мы попробуем прогуляться на станции Кругозор вот туда. Вот мама уже с Полиной идут. И я сейчас к ним присоединюсь. В общем-то, если честно, делать здесь особо нечего. Может быть, на более верхних станциях будет что-то более интересное. Поднявшись чуть выше, можно насладиться панорамой Баксанского ущелья на поселок Терскол и поляну Азау, расположенную от него всего в паре километров. А еще можно полюбоваться на отправление кабинки старой маятниковой канатной дороги. В 2020 году ей исполнилось 50 лет. Ее первую очередь запустили в 1970 году. Сейчас, конечно же, она уступает гондольной и по максимальной высоте подъема, и по пропускной способности. Например, на первой очереди она может перевести всего 160 человек в час, в 15 раз меньше, чем на новой. А мы продолжаем подъем. Теперь мы находимся на второй очереди, поднимающей нас еще на 500 метров к станции Мир. Этот участок канатки открыли в 2009 году. Протяженность очереди почти такая же, как и у первой – 1800 метров. Та же скорость и та же пропускная способность. Плохо, что у них нет вот когда, как в Европе вот эти, когда заходишь, там помещение, да? Ну, ты переходишь, там, ну, где-то можно... Ну, вот здесь вот-то есть на старой. Но оно, конечно, в таком Да, задрипанном виде. сравнила, ага. Итак, там у нас станция Кругозор. Впереди у нас только ветер, только счастье, только небо впереди. Там, наверное, станция Мир, по-моему, да, она называется. Это сейчас должно быть 3500. И потом останется последний отрезок 3870. Надеюсь, нас горняшка не схватит. А как это, в чем это проявляется? По Полине мы, чтобы с Полиной ничего не случилось. Ну, Полина, думаю, в силу своего возраста с ней ничего не должно произойти, а проявляется, головная боль прежде всего. Мне кажется, у меня в последнее время хроническая горняшка. О, здесь, оказывается, открыто окошко. Растительность на этой высоте уже отсутствует, теперь видим только камни. А в противоположную сторону от вершины Эльбруса нам открывается панорама гор Кавказского хребта. Сам Эльбрус является вулканом, точнее стратовулканом, то есть сложенным из множества слоев лавы и вулканического пепла. Такие вулканы характеризуются периодическими взрывными извержениями. Первая вулканическая деятельность на месте Эльбруса произошла около 3 миллионов лет назад. Современная активность началась примерно 250 тысяч лет назад. Было установлено, что последние извержения случились буквально несколько тысяч лет назад, что буквально вчера по историческим меркам. Сейчас под Эльбрусом все еще находится незастывший расплав, что делает его потенциально активным вулканом. А у нас, между тем, во время этого подъема как-то очень стремительно сникла Полина, что, конечно же, вызвало у нас тревогу. Выйдя на станции Мир и почувствовав еще более прохладный воздух, первым делом ищем какое-нибудь теплое помещение, чтобы дополнительно утеплить ребенка. Ну что, горняшка есть? Вот она, наша горняшка главная. Сзади. Короче говоря, человек потух. Поэтому нам пришлось ее посадить. Идти она сама не хочет, ничего ей не нравится, лицо недовольное. В общем, не ходите, дети, на Эльбрус гулять. А то будет очень волноваться ваша мать. На самом деле в голове какой-то легкий шумок появился. Значит, мы зашли в кафе кавказской кухни. Есть мы здесь не будем, просто здесь теплее, и мы подготовились к дальнейшему продвижению. Все, пойдемте посмотрим, что есть здесь. Станция Мир, 3455 метров. Ну вот, собственно говоря, вот так выглядит станция. Вот там находится наша новая канатка. А здесь
старая. И старая дальше работает через кресельные подъемники. Причем одиночные. Представляете, какой кайф, страх и ужас ехать одному в этом кресле. Не спрыгнешь, не сойдешь, если вдруг Только что. на этом хорошо. Они все такие. Им, наверное, лет 100, не меньше. А мы сюда прибыли для того, чтобы посетить мемориал героям обороны при Эльбрусе. Мне кажется, надо силы экономить. Полюбил. Мемориал посвящен погибшим в сражениях Великой Отечественной в Эльбрусе. На стеллах перечислены имена 219 героев Советского Союза. Что касается Эльбруса, то он был без сопротивления занят немцами в августе 1942-го. Осенью их попытались выбить неподготовленные к горным условиям пехотные роты Красной Армии, но безуспешно, погибло 366 человек. С 2011 года, когда случайно были совершены первые находки, в результате поисковых мероприятий на склонах горы в отступающих ледниках удалось найти останки еще нескольких десятков солдат, участвовавших в тех боях. Пойдем спустимся к какому-то скальному выступу. Опа. Ты на меня опирайся, а не меня держи. Упирайся! Упирайся! Вот идем мы вот сюда. Там уже стоит толпа. Вообще место попсовое. Орёт музыка, хочется тишины. Ветрюга очень сильный. Боюсь, не целую будет слышать. Сейчас подойдем. Ну что ж, друзья, я вновь в кабинке поднимаюсь на Эльбрус. С самого начала поляна Азау прямо за мной. У нас случилась история. Полина на второй станции на Мире вдруг начала клевать носом, как-то явно впала в меланхолическое настроение и заснула. Поначалу ее Аня подергала, вроде бы она там глаза открывает, но снова закрывает. В общем, короче, накрыла Полину, она отрубилась. И как мы ее не тормошили, в какой-то момент она просто перестала просыпаться. Естественно, Аня испугалась, ну я тоже. И поэтому мы приняли решение экстренно спуститься со станции Мир вниз. Встретили хороших людей, которые с нами ехали в одной кабинке. Они сказали, это нормально. Детям в таком возрасте, у детей в таком возрасте это обычная реакция, но выше, сказали правильно, что вы сделали, что не стали подниматься выше, это может быть чревато. В общем, все закончилось хорошо, уже вот где-то как раз на этой высоте, в этот момент, может даже чуть выше, Полина проснулась,
глаза открыло. Ну и сейчас уже, когда я их в машине оставил, полностью проявляет все черты своего характера энергичного. Так что все в порядке. Ну, а я, соответственно, еду закрывать гештальт, потому что я хочу все-таки подняться на максимальную высоту, до которой доходит канатка, на станцию Гарабаши, 3870, наверное, метров. Я буду ехать сейчас уже без остановок, то есть сразу же пересадка на следующую, сразу же пересадка на следующую. И следующее включение ожидайте со станции Гарабаши. Ну что ж, полюбуемся еще раз окружающими пейзажами. А я еще немного расскажу про Эльбрус. У Эльбруса две вершины. Максимальная высота западной 5642 метра над уровнем моря, восточная на 21 метр ниже. Является ли Эльбрус высочайшим в Европе? Определенного ответа нет. Если считать границу Европы-Азии, проходящей по Кавказскому хребту, то да. Но, нужно признаться, более распространена версия прохождения границы севернее, по Кума-Маныческой впадине. Тогда высочайшим в Европе все же будет французский Монблан. Ого! Я опять один в кабинке еду. Это просто какие-то чудеса. Люди не хотят садиться со мной. Наверное, у меня такой свирепый вид. Это мое очень сильное желание. И я своим энергетическим полем всем говорю: не заходите сюда, я еду один. В итоге я вновь еду один. Гип-гип, ура. Это круто. Кстати, людей на самом деле очень много. Очень-очень много. А солнце, мне кажется, стало как-то светить ярче. То есть, может быть, даже это хорошо, что я именно сейчас поднимаюсь, потому что предыдущие вот ребята, которые нам говорили про то, что давали советы по поводу ребенка, они сказали, что Эльбрус закрыт, Эльбрус не видно. Может быть, мне повезет, и я увижу. А вот так люди поднимаются сюда своим ходом. Здесь играет музыка. Да, но старенькие кабинки зато выглядят как-то аутентичнее, красивее на фоне гор смотрятся. Вроде сейчас встретятся. Много кабинок едет пустых. Так что приезжайте, ловите свою кабинку и наслаждайтесь. И в третьей кабинке я вновь один. Там ребята стояли как бы передо мной, но их было много, они ждали одну свободную большую кабинку. Почему-то перед ними была вот эта пустая. В общем, я в нее нырнул буквально перед тем, как она закрылась, и я вновь один. Ю-ху-ху-ху-ху! Ну а теперь наслаждаемся видами. Здесь, кстати, уже все закрыто. Не дают открывать форточки. И здесь уже просто бомбические панорамы ледников. Длина третьей очереди, открытой в 2015-м, на самом деле лишь чуть меньше первых двух. Но вот перепад высот здесь всего 347 метров. Простите за качество картинки, стекло в кабинках оказалось сильно исцарапано. И еще один факт про Эльбрус, в этот раз печальный. Несмотря на относительную легкость подъема на вершину по южному склону, ежегодно здесь погибает 15-20 восходителей. Основные причины – множество ледниковых трещин и погодные условия. Кстати, работает техника. Что-то здесь собираются делать. Что не знаю. Представляете, как работает экскаватор? Держится, можно сказать, на крутом склоне, не пойми как. Ух, экстремальная работа. А вот, насколько я понимаю, альплагерь – это бочки, те самые знаменитые бочки. Правда, мне кажется, они были синего цвета. Может, подновили, подкрасили. Да, виды здесь суровые, а вот тут мне приоткрылся кусочек западной вершины. К сожалению, сегодня это будет лучший вид на Эльбрус, который продолжает от нас упорно прятаться.
А мы приближаемся к последней на сегодняшний день станции Гарабаши, высота которой составляет 3847 метров над уровнем моря, что делает ее, как и всю канатную дорогу, самой высокогорной в Европе. На целых 5 метров выше подъемника на гору Эгюи-дю-Миди во Франции. И вроде бы планируют построить еще один участок до приюта 11 на высоту более 4000 метров. Ну, вот я и на месте. Благодаря канатной дороге, которая доставляет покорителей Эльбруса на столь значимую высоту, активную часть восхождения они начинают и заканчивают именно на станции Гарабаши. Поэтому здесь всегда высокая концентрация туристов, рядом также находятся многочисленные приюты и лагеря. Как минимум до окончания работы канатной дороги жизнь здесь вовсю кипит. Вот я на станции Гарабаши. Слегка кружится голова, реально. Поэтому нужно быть осторожнее. Я так понимаю, там ратраки, на которых можно подняться чуть ли не до 5000. Ну, в целом все такое производит промышленное впечатление. Именно инфраструктура. Кафешка, станция. А сейчас, наверное, нужно пройти туда, к ратракам. Если есть шанс увидеть Эльбрус, то, наверное, только там. Так его слегка по чуть-чуть видно, но в целом его закрывают облака. Вот и снег водянистый. Даже непонятно, есть тут какой-нибудь вид вообще или нет. Уф. Ладно, пока что отключаюсь. Посмотрим, найду ли я здесь что-нибудь интересное. Ну что ж, тихой и медленной сапой я все-таки подобрался к более открытому виду. Так что обязательно поднимайтесь чуть вверх от самой станции, потому что с самой станции ни черта не видно. Голова кружится реально. О, джигит едет. Сейчас покажу. Вот так это и происходит. Попробую перейти на другую сторону. Поток бурный. Оп. И я здесь. Вот он, панорама. Вершина Эльбруса, я так понимаю, где-то там. Но закрыты. И судя по тем облакам, ждать их открытия не стоит. Очень быстро заносят остатки горы. Все,
Уже совсем молоко практически. Ничего не видно. Так хоть что-то было. Теперь отсюда эта серость пришла. А кстати, тут тоже заносит. Видимо, спускаться я буду тоже в молоко. О, а здесь зато палаточный лагерь. Ну вот, дождался. А это вид на обсерваторию Пик Терскол. Еще от Гарабаши наверх ходят ратраки. Их тут целая армия. За несколько тысяч рублей они могут поднять до приюта 11, скал Пастухова и при хороших условиях до начала Косой Полки на высоту более 5000 метров. Ну что, погоду, видимо, ждать уже не придется, не приходится. Все затянуло, полное молоко. Нет, ну может быть оно через какое-то время и рассеется. Насколько так ждать, не знаю. Поэтому потихоньку начинаю двигаться вниз. Организм успокоился, более-менее привык, но долго находиться все-таки здесь не стоит. А так надо подниматься сюда почаще, чтобы никаких последствий в виде горных болезней не происходило. А, да, по температуре. Ну, на нижней самой станции было написано, что здесь 10 градусов. Что-то я как-то в это не очень верю. По моим ощущениям, градусов 6-7. Может быть, пока было солнце, оно нагревало, пригревало. Вот, то есть ручки подмерзают. Ну что, я в принципе гештальт закрыл. Дело сделано. Куда смог, туда смог подняться. Куда мог подняться, туда поднялся. И возвращаюсь обратно. А вот как катаются ратраки. Опа. Такие мощная техника, конечно. Ау. Это круто. Ну все, спустился. Покорение Эльбруса мое закончено. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. А я возвращаюсь к своим. Чао, какао. Обсерваторию снимал? Та, которая там сбоку? Вон она. А, ну я там сверху видел. Снимал, да. Вот над ней почти никогда не бывает облаков. Вот как-то выбрали это место, старики указали, чебаны, что вот на ней почти никогда облаков не бывает. Поставили обсерваторию. Ладно как, даже не знал. Ну и общее впечатление. Честно говоря, они получились неоднозначные. С одной стороны, конечно же, здесь величественные виды, масштабные панорамы, замечательная канатная дорога, которая позволяет быстро и без подготовки подняться почти до 4000 метров. Но кроме канатки вся остальная инфраструктура не понравилась. Какие-то индустриального вида постройки, непривлекательные кафешки, много строительного и бытового мусора. Все построено в разнобой, нет единого стиля, плана. Ну и как-то в целом слишком суетно. Особенно добила орущая музыка на станции «Мир». И ладно, ставили бы приятные спокойные мелодии, так нет же дикая попса. Тем не менее, в целом я остался доволен. Возможно, что когда-нибудь мы еще вернемся сюда. И чем черт не шутит, вдруг однажды решим на Эльбрус и взойти. На обратном пути заехали еще в пару известных мест. Первая — поляна Чегет, тоже очень популярная туристическая зона. И так же, как и Эльбрус, горнолыжный курорт. На канатке 2 очередями можно подняться на 3083 метра и понаблюдать со стороны Эльбрус и Дангузарун. Говорят, что виды потрясающие.
Но нужно сказать, что подъемники на Чигете исключительно кресельные. Мы приехали сюда уже слишком поздно, поэтому я просто выбежал на 5 минут из машины и на скорую руку поснимал общие виды. А завершили нашу программу мы на поляне Нарзанов. Еще одно исключительно туристическое место средней привлекательности. По названию понятно, что здесь можно попить водички из очередных нарзанных источников. Но нашей целью было исключительно поесть, что мы успешно и сделали. Благо кафешек тут очень много. Мы приехали на поляну Нарзанов, чтобы наконец-то отведать национальной кухни. Мы взяли хычины, это с мясом, зеленью и сыром уже съеден, и это с картошкой и сыром. Для Полины взяли манты, которые она не осилила, и себе еще шашлык. И чай из горных трав. Если в 2 словах, все очень вкусно. Просто с Полиной очень сложно, и мы это все заберем с собой. Мы уже половину съели, а половину заберем с собой. Ну, тем более порции достаточно большие. Вообще очень вкусно. Вот все, что я сейчас могу сказать. Вот он, Эльбрус. И вот она там, поляна Нарзанов. Да. Да, и там можно нарзаны пить, кстати. Тут люди с стаканчиками ходят. Но мы не попили нарзанов. Вот, видишь, написано Нарзан. Прям с указателем. А еще там видел, там какие-то бабушки сидели, пили. Скажи всем пока. Пока. Остается добавить, что и Азау, и Чигет, и поляна Нарзанов все расположены рядом, буквально в 5 минутах на машине друг от друга. Ну, а нас впереди ждали 3 часа обратной дороги. В сумерках нам еще удалось насладиться драматическими видами ущелья, а затем стемнело, и дорога просто превратилась в монотонную и утомительную. Поблагодарить нас за это видео очень просто. Лайком, репостом и комментарием о том, какое впечатление оставил у вас Эльбрус. В следующих сериях мы продолжим изучать Кавказ. Будет очень много интересного и сногсшибательного. Подписка на канал прямо сейчас, обязательно вместе с нажатым колокольчиком, гарантирует своевременное уведомление о выходе новых серий. А на сегодня все. До встречи и пока.